Процессор AMD Ryzen 7 7735H, графический процессор AMD Radeon Graphics, оперативная память на 16 ГБ, LPDDR5 с частотой 6400 МГц, накопитель PCIe версии 4.0x4 на 512 ГБ с возможностью расширения до 1 ТБ, 16-дюймовый 2.5К экран с частотой обновления экрана до 120 Гц, цветовой охват 100% sRGB, аккумулятор на 75 Вт-часов, поддержка зарядки до 100 Вт, 2 полнофункциональных Type-C порта, и это только малая часть того, что из себя представляет ноутбук под названием Machinik Lite 16R. Но обо всем этом я, как и вы, прочел в рекламе. Но как же на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам, разумеется, расскажу. Но перед началом напоминаю, что 7 обзоров в неделю я выгружаю, плюс ежемесячно разыгрываю по одному смартфону, на данный момент это Poco X6 Pro, и еще помимо этого разыгрываю Poco F6 Pro. Условия по Poco F6 Pro можете посмотреть в ролике по ссылке в описании. Условия по X6 Pro просты. Подписаться на канал с колоколом, оставить осмысленный комментарий больше 5 слов, любой под любым из роликов, в комментарии или в описании своего канала указать свое имя в Телеграме и подписаться на Телеграм-канал скидок. И вы автоматически в розыгрыше. Все розыгрыши в конце каждого месяца на стриме. Перейдем же к новинке. Полетели. Распаковка. Данная модель поставляется во внешне обыкновенной коробке из плотного картона. На ней есть название и краткие характеристики модели, а также в основной коробке, но выполнена в белом цвете. Упаковка обыкновенная. В комплекте мы имеем переходник для вилки, краткое руководство пользователя, довольно длинный кабель для зарядки с Type-C на Type-C, блок питания до 100 Вт с китайской вилкой и ноутбук. Открыть одной рукой ноутбук возможно. Тест на MacBook данная модель прошла, за что плюс. Но сразу отмечу, что у ноутбука нет выступа для удобного открытия крышки с экраном, и это доставляет неудобства. Вес ноутбука составляет 1 кг 921 грамм, а габариты 358 на 270 на 22 мм. Далее, в продаже я встретил только темно-серую расцветку данной модели, дизайн Lite 16R, и я отнесу к плюсам, так как выглядит он действительно интересно и привлекательно. Из особенностей дизайна это форма ноутбука, элементы, которые дают понять, что данная модель относится к игровым ноутам, а также на крышке мы имеем логотип компании и полосу с подсветкой. Настроить подсветку возможности я не обнаружил, но вполне возможно где-то она есть. Корпус выполнен из алюминиевого сплава, но не полностью. К примеру, торцы с портами и часть, где находится тачпад с клавиатурой, пластиковые. Качество материалов хорошее, собрана модель достойно, есть места, где корпус проминается, но для этого нужно прикладывать усилия. Из мелочей я бы выделил еще аккуратные рамки, которые имеют покрытие, напоминающее soft touch. Мелочь, но приятно. Да и выглядит это дело привлекательнее, чем обыкновенный пластик. Крышка с экраном, как я уже говорил, открывается достаточно просто. Закрывается тоже отлично, без сильного хлопка. Максимальный угол открытия крышки с экраном около 150 градусов. Далее, по интерфейсам мы имеем 2 в одном разъем под микрофон и наушники на 3,5 мм, 2 USB-A порта версии 3.2, обыкновенный USB-A порт, SD-card reader, что очень удобно лично мне. Далее есть 2 полнофункциональных Type-C порта с поддержкой Power Delivery зарядки и HDMI порт версии 2.1 с возможностью подключения монитора с разрешением 4К 60 FPS. В целом по разъемам все отлично, плюс за 2 Type-C разъема и за кард-ридер. Но к минусам отнесу то, что нет разъема RG45 под интернет. Кому-то бывает полезно, мне вот, допустим, всегда полезно. Далее, клавиатура с цифровым блоком и с неурезанными клавишами управления курсором, но их сместили вниз. Ход клавиш мягкий, печатать удобно, и удобно, что есть двухуровневая подсветка клавиатуры. Работает подсветка корректно, яркости хватает, но хотелось бы слегка больше яркости. С помощью комбинации клавиш можно регулировать яркость экрана, громкость динамиков, включать режим в самолете, отключать камеру, микрофон и тачпад, а также переходить в режим сна и блокировать устройство. Тачпад достаточно большой, 124 на 81 мм, но его сместили ближе к левой части ноутбука. А также, хоть он и не имеет двойного дна или люфта, сенсорный отклик у него лично мне не понравился, так как часто при выделении экрана для скриншота сенсор отрабатывает плохо. Что могу сказать и про отклик в фотошопе во время ретуши. Далее, верхние рамки стандартно разместили HD-камеру и микрофоны, механической шторки приватности нет, микрофоны показали себя хорошо, а качество данной камеры более чем достаточно для видеозвонков. Функции распознавания лиц не завезли, что неудивительно, но вот сканер отпечатков пальцев могли бы и реализовать в кнопке впитания. По звуку мы имеем 2 стереодинамика, звучание простоватое, как по мне, однозначно не хватает низких частот. При этом использовать данные динамики для просмотра роликов на YouTube или фильмов в целом возможно, но не больше. Летим дальше. Ноутбук оснащен IPS-экраном с диагональю в 16 дюймов с разрешением 2560 на 1600 пикселей, 10-битной матрицей и частотой обновления экрана до 120 Гц. Яркость на 100% составляет 385 люксов, подсветка достаточно равномерная, экран имеет хорошую цветопередачу. Минимальные искажения под углом
стеклом и матовое покрытие. Рамки не громадные и выглядит все довольно лаконично. Экран, разумеется, не для профессиональной работы с фоторетушью, цветокоррекцией или чем-то подобным. Но скажу вам, что мне было комфортно производить какую-либо минимальную работу с фоторедактированием на этом экране. Особых претензий у меня к нему нет. Перейдем к железу. Процессор установлен AMD Ryzen 7 7735H с 16 мегабайтами кэша третьего уровня, 8 ядрами, 16 потоками, базовой частотой в 3,2 ГГц и буст-режиме на 4,75 ГГц. За графику отвечает AMD Radeon Graphics с 12 ядрами и частотой в 2,2 ГГц, оперативная память интегрированная на 16 ГБ LPDDR5 с частотой 6400 МГц, и расширить ее нельзя. Накопитель PC300M2 2280, NVMe PCIe версии 4.0/4 на 512 ГБ. Расширить ПЗУ можно, вставив дополнительный SSD M2 2280 накопитель до 512 ГБ. Для беспроводной связи используется Wi-Fi 6 серии, а сетевой адаптер установлен AX200. Bluetooth чип, разумеется, в наличии. По стабильности связи и скорости все в пределах нормы, проблем лично я не встречал. Перейдем к тестам. Crystal Disk Mark ноутбук выдал хороший результат. Чтение 3945 мегабайт в секунду и запись 2897 мегабайт в секунду. В Geekbench Vulkan Score 31855, OpenCL Score 27389, Single Core 1922 и в мультикоре 8764. В Cinebench R23 в многоядерном тесте показал 11252 PTS, в одноядерном 1454 PTS. Емкость аккумулятора 6500 мАч, 75 Вт-час. С 0 до сотки за 1 час 40 минут он заряжается. В PC-марке в тесте на автономность в играх ноутбук выдал скромные 2 часа 9 минут. За 1 час просмотра видео на YouTube уходит около 14% заряда на 100% яркости экрана. В играх Apex Legends за 1 час уходит 30%, но играть очень сложно, все сами видите на экране. Если подключить питание, то играть уже более комфортно и в среднем показывает 60 FPS. Опять же, андервольтинг без подключения питания по мне делать такое себе. Есть он будет в раз 5 больше. PUBG Battleground показывает 40 FPS в среднем, и играть невозможно. В CS2 за 1 час ноутбук разряжается на 32%, а это не особо актуально, так как играть возможно только с подключенным питанием, и то с натяжкой. В среднем в CS2 показывает 20 FPS, что очень печально. Грубо говоря, из этих 3 игр можно поиграть в Apex Legends, остальные 2 игры ему удались плохо. Также отмечу, что тесты я проводил на низких настройках графики, система охлаждения здесь выполнена из 2 вентиляторов и медных трубок. Справляется она со своей задачей неплохо, ко всему она довольно тихо работает. Теплый воздух выводится с тыльной части ноутбука, ее можно снять для того, чтобы почистить. Забор же воздуха происходит с нижней части корпуса. После тестов в играх пиковая температура была, разумеется, с нижней части, на дне, а именно где находится процессор. Температура составляла 47 градусов. Минусы: нет порта RG45 разъема, нет датчика внешней освещенности, нет сканера отпечатков пальцев, нет возможности настроить подсветку логотипа, нет механической шторки приватности для веб-камеры, плохой отклик у тачпада, нет возможности расширить оперативную память. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Напоминаю, что как раз по этим ссылкам я сам и покупаю в период распродаж. Хотя чаще всего ноутбуки, вопреки всему и несмотря ни на что, даже учитывая, что я их покупаю за копейки, как я считаю, приходится продавать на Авито еще дешевле. Это как и планшеты. Не девайс, который must have и за которым кто-то бегает. Резюмируя, Lite 16R внешний по сборке мне понравился. Плюс он удобный в использовании. Что касается производительности, то он, конечно же, из-за железа лучше себя показывает в играх, чем обыкновенные ноутбуки в этой ценовой категории, но тоже не супер. Плюс за довольно хорошую оптимизацию заряда аккумулятора. В остальном результаты тестов вы видели, как и игровой процесс. От меня девайсу только во время лютых распродаж максимально скромная «да». Еще неизвестно, сколько он проживет. Бренд-то не супер-мега топовый. Хотя уже давным-давно продает ноутбуки. Подписывайтесь на канал с колоколом. Добра и удачи вам, дорогие друзья.